посвящается прекрасной и сильной духом нашей дорогой Грейс Ли Уитни. Журнал Капитана. Звездная дата 6202.1. После контакта с межзвездным зондом Дружбы-3, запущенным с Земли 170 лет назад, компьютер Enterprise был заражен патогеном неизвестной природы. Все верно, капитан. Чтобы не проникло в наш главный компьютер, его технология намного совершеннее архаичной конструкции Дружбы-3. Нам надо выдернуть вилку из розетки, Спок, изолировать это. Лейтенант, свяжитесь с командованием Звездного флота. От Кирка, командующего Enterprise. Нечто неизвестное проникло в корабельный компьютер после контакта со старым земным космическим зондом Дружба-3. Всем кораблям необходимо избегать сектор... Сьерра 047. Сьерра 047. Необходимо предпринять меры по изоляции, а если потребуется, то и по уничтожению зонда. Сейчас же отправлю, сэр. Брендмауэры оказались неэффективны. Оно перемещается из коммуникационных систем в мой библиотечный компьютер. Выключить компьютер, Спок. Не отвечает. Управление было перехвачено. Расползается через мои системы как вирус, капитан. Технические данные, диаграммы, руководство по двигателю, отчеты. Сообщите команде компьютерщиков, пусть отключат все нежизненно важные системы. Вряд ли это вирус, капитан. Я вижу, как они проявляют признаки развитого интеллекта. Они? Я фиксирую сотни тысяч микроскопических объектов, легко обходящие наши защитные компьютерные системы, успешно противодействующие любым попыткам остановить их распространение. Теперь они изучают возможности Федерации, оборонные данные Звездного флота, земная история. Активируйте карантинные подпрограммы. Мне потребуется ваша помощь, мистер Скотт. Джим, так как ты не явился на медосмотр, который должен был начаться еще 30 минут назад, и я решил, что здесь нужен вызов на дом. И сейчас, Боунс, даже ваш первый офицер является вовремя, хотя мы все знаем, как он относится к моим примочкам и отварам. Но обсудим это позже, доктор. Если мы приглушим доутронный канал... Точно, заморим его голодом. Да что это за дьявольщина здесь такая творится? Разум, становящийся все умнее с каждой минутой. Платы перегружены! Бонд? Здесь я, Джим. Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследования неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джона Ротенберри «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хабберкон в роли мистера Спока, Чак Хубер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Порознь мы выстоим. Огонь! Пошли. Боже мой, Джим, где мы? Скорее, когда мы? Середина 19 века, Союз, Конфедерация, эти формы. Гражданская война в США. И, похоже, мы не на одной стороне. Но как? Минут назад мы были на мостике, а теперь мы... С чем мы потом столкнулись? Параллельная планета, иллюзия, временной портал? Кто знает. Но пока мы не поймем, как отсюда выбраться, надо считать все это реальным. Если мы и правда в прошлом Земли, мы знаем, чем рискуем. Нам нельзя делать ничего из того, что могло бы нарушить равновесие грядущего.
Чем дальше мы от линии фронта, тем лучше. Патоген уже идентифицирован? Пока нет. Во время взрыва произошло нечто вроде переноса. Я поместил их в частичный стазис. Нельзя их трогать, пока мы не поймем, с чем имеем дело. Чужаки поглощают данные из разных систем с возрастающей скоростью. Мы пытаемся изолировать их, прежде чем они не развились еще сильнее. Чем бы это ни было, похоже, что по их телам они распространяются аналогичным образом. Я применяю антитела, чтобы предотвратить дальнейшее травмирование, транквилизаторы, чтобы замедлить их метаболизм, но процесс идет. Мы не можем остановить его, только задержать. Насколько? День. Может быть, 2. Когда они проникнут в их вегетативные системы, легкие, сердце. Понятно. Пожалуйста, сообщайте мне о любых изменениях, доктор. Не то чтобы я заостряю, Джим, но, кажется, я старше тебя по званию. Жаль, что нам приходится скрываться, а то бы... Я мог бы неплохо поразвлечься с тобой, капрал. Но ты же джентльмен с юга, доктор, могу проявить хоть капельку снисходительности. Стоять! Ну и кто это у нас здесь, ребята? Нарядненький сержант Южанин. Да. Думал, что может скрыться в лесу, но я все-таки выследил его. Вам не стоит о нем беспокоиться. Я взял его в плен и теперь просто веду в лагерь. А вы всегда оставляете пленным оружие, капрал. Следите за ним, ребят, он может быть сепаром в нашей форме. Ты же у нас неженка, сержант Южанчик, так? Спорим, тебе известно, что твои дружки готовят на завтра? Ну же, говори. Знаешь, сколько солдат они приведут на утро? Отвечай. Сколько в тылу? Как насчет пушек? Об этом тебе ничего не известно. Что, язык проглотил? Говори же! Стойте! Он же доктор. Я хотел привезти его в лагерь, потому что он мог помочь нашим раненым. Сейчас он у меня окажется раненым, и если не начнет отвечать на вопросы, он мой пленник. Тронешь его еще хотя бы раз, сержант, и я лично прослежу, чтобы твой командир узнал, как ты обращаешься с ценным пленником. Да кто ты? Кирк. Джеймс. Из 10-го Пенсильванского полка резервистов? Именно. А я думал, ты тут полковник. Я чертовски рад тому, что ты с нами. Завтра большой день. А нам понадобится вся возможная помощь. Забираем его, парни, и уходим отсюда. Снайпер! Я могу ему помочь. Этот доктор знает новые способы лечения. Какие еще новые способы? Не верим мы этим чертовым конфедератам. Поверьте этому конфедерату, или ваш сержант умрет. У кого-нибудь есть санитарная сумка? Сделайте для него, что сможете, доктор. Я пойду посмотрю, что со вторым. Кто-нибудь, вырыйте для него могилу. Да это же снайпер Южанин. Он мальчишка. Немногим старше кое-кого из вас. Сражался за то, во что верил, так же, как и вы. Долго же мы скрывались. Ты в порядке?
Бывало и лучше, но пустяки по сравнению с ним. Пожалуйста, скажи, что поможешь ему. С этим? Здесь? Я хирург, а не мясник. Отлично. Потому что ему как раз нужен хирург. Джим, а что если ему суждено было умереть? Или что если нет, но просто оказавшись здесь, мы все изменили? Возможно, без нас он не шел бы впереди, не получил бы пулю. Что тебе подсказывает твой внутренний доктор? У кого-нибудь есть нож? Держи, прижми рану прямо здесь. Это почти все, что я могу сделать. Мне нужен полевой госпиталь. У вас есть полевой госпиталь? Ага. Это правда мерзко. Тут нечего стыдиться. Да нет. Наверное, просто съел что-то не то. Как тебя зовут, сынок? Билли. Билли Палмертон, сэр. Гляди в оба, не зевай, Билли Палмертон. Да, сэр. Приготовьтесь, мистер Скотт. Есть, сэр? Обесточить наши компьютеры. Сейчас. Чужаки перемещаются из компьютерного ядра на доутронные ленты. Вы были правы, командир. Новый источник информации оказался слишком соблазнительным для них. Сколько времени займет полное усвоение данных с доутронных лент? 26 секунд. Если мы собираемся устранить их до того, как они перескочат на другой источник информации, это надо делать сейчас. Сэр Чехов, приготовьтесь выбросить за борт блок данных резервного хранения. Есть, сэр. Зарядите фазеры. Есть, сэр. И с помощью компьютеров навестись будет сложновато. Они ускоряются, мистер Спок, сейчас или никогда. Сбросить микропленки. Блок данных сброшен. 700 метров. 900. Километр 100 метров. Огонь. Результат, мистер Скотт. Сработало, сэр? Мы избавились от шалопаев. Корабль вне опасности. Кто обработал его рану? Говорят, он доктор, сэр. Судя по его работе, я склонен в это поверить. В последние дни у меня развился дальтонизм на цвет униформы. Я не спал уже 48 часов. И мне пригодились лишние руки. Особенно поутру. Так что скажете, док? Хотите, чтобы я работал с этим? Снять с него наручники. Но он же пленный, сэр. Он врач. Сними их. Если так беспокоишься, можешь остаться тут и присматривать за ним. Завтра здесь будет настоящая бойня. Вы искали меня, командир? Разумно предположить, что экипаж обеспокоен состоянием капитана и доктора. А так как я подобной эмоциональной уязвимости не подвержен, я хотел бы, чтобы вы помогали экипажу как советник в течение всего этого тяжелого испытания. Это вы глубоко подметили, мистер Спок. Я прослежу, чтобы экипаж был в курсе, что я готов принять любого и в любое время. Благодарю вас, доктор. Любого.
Лазарет вызывает мистера Спока. Спок слушает. В данный момент состояние обоих стабильное, но я кое-что заметил, хотя и не знаю, что это значит. Пожалуйста, поподробнее, доктор. Хотя у них отсутствует моторика, их нейрологическая активность беспрецедентна для пациентов в коме. Любопытно, но это еще не самое интересное. Пики активности у них обоих происходят одновременно, как будто они специально связаны, так, чтобы реагировать одновременно на одни и те же воздействия. Благодарю вас, доктор. Пожалуйста, продолжайте сообщать мне во всех наблюдениях. Конец связи. Мичман? Когда капитан пытался обесточить компьютер, чужаки просматривали земную историю. Смогли бы вы установить, какой именно период пришелся на момент отключения? Это весьма непростая задача, командор. Я совершенно уверен, что вы справитесь, мистер Чехов. За каждого мятежника, что убью завтра, я сделал зарубку на своем поясе. И сколько же ты уже сделал зарубок? Я вот все в толк не возьму. Мы тут кучами мрем и убиваем, только чтобы освободить несколько рабов. Эта война не просто ради свободы нескольких людей. Речь идет о свободе для всех. Это то, на чем основана эта страна. О чем это ты говоришь? Я свободен, он свободен, ты свободен. Без свободы для всех. Мы все рабы. И неважно, черный ты, белый или зеленый. Зеленый! В переносном смысле. Я имею в виду любой. Даже тот, с кем мы еще не повстречались. Когда я вступал в армию, казалось, что смысл есть, но уже нет. Не после всего, что я видел. Есть много видов угнетения. Вроде общественного угнетения, что душит мечты и стремления. А без них никто из вас не свободен по-настоящему. Хочешь поговорить о мечтах? Там дома у меня осталась семья. Дни все короче. И я бы должен был готовить ферму к зиме. У меня 2 детей. Старшая на сносях. Готовится принести жизнь в этот мир. А здесь, в сотнях миль ото всех них. Твоим детям будет лучше от твоей службы здесь. И как же будет, если их батю подстрелят насмерть? Наши разговоры здесь скоро забудутся. Но то, что вы сделаете, это запомнят. Те, кто завтра встанут против вас, когда-то были вашими братьями. И когда это закончится, они снова ими станут. И то, что вы делаете здесь, оставит след в истории. И это прочертит путь для всех людей к единству и к звездам. У тебя, что ли, есть какой-то хрустальный шар? Откуда ты все это знаешь? Просто знаю. Я слышал, что здесь был кофе. Этот кофе только для солдат Союза. Он заслужил его, спас жизнь моему сержанту. Бери кофе, доктор. Тебе, пожалуй, тоже стоит немного поспать, Билли. Завтра большой день. Ну как держишься? Как будто в аду оказался. Отсекать конечности. Зашивать раны. С не более чем глотком виски, чтобы пересилить боль. В самых худших кошмарах я не мог представить подобного. И все это моя вина.
Если бы я просто пошел на медосмотр, ты бы не оказался на мостике. Ну, Джим, только одно было бы еще хуже, чем оказаться здесь с тобой. Если бы ты оказался здесь один. Не бывает такого. Всякий раз, когда Спок говорил, насколько варварским было человечество. Думаешь, он все еще там? Он там. У Спока лучший экипаж во флоте. Я знаю, что они делают все, что могут. Я должен быть там, с ними. Как и я. Бог знает, что я натворил, помогая людям, которые наверняка должны были сегодня умереть. И Джим, предполагается, что завтра ты пойдешь в бой. Что ты собираешься делать? Я слышал, о чем ты говорил с теми парнями, и знаю, что ты... Но это не твой бой. Тут нужен врач-южанин. Тебе придется убивать, Джим. Ты знаешь, что ты не можешь. Стоять! Когда вернусь, мы с моей девушкой поженимся. Но Элизабет обещала мне индейку, и кукурузный хлеб, и персиковый колбер. Каждую ночь снится. Чё, что до сих пор на ней не женился? Наверное, это не понравилось бы и мужу. А те, кто ждет дома, Билли? Только моя мама, сэр. И я завел себе собаку. Может, ты на собаке женишься, Палмертон? Не обращай на нее внимания. Мне страшно, сэр. Нужна храбрость, чтобы признать это. Благодарю вас, сэр. Но я не чувствую себя настолько храбрым. Держись поближе ко мне. Ты это выдержишь. Оба выдержим. В атаку! Огонь! Стреляйте, капрал, стреляйте! Огонь! Куда ты, черт возьми, целишься? Стреляй куда надо! Билли! Билли! Сэр, кажется, я нашел. Согласно компьютеру, в момент отключения энергии чужаки поглощали данные земной истории за 1862 год на экран. Сражение при Интитом Крик. Шарпсберг, штат Мэриленд, 17 сентября 1862. Один из кровавейших дней в американской истории. Более 22 тысяч погибло, было ранено или пропало без вести. А доктор Мбенко уверен, что капитан и Маккой каким-то образом разделяют одни и те же подсознательные образы. Так вы считаете, что они оказались именно там? Обычно я стараюсь не полагаться на подобные догадки, но это было бы весьма логичной теорией. Ладно, ты в порядке. Боже мой, Джим!
Мне нужен спирт очистить рану, а мы уже истратили все, что было в этом чертовом месте. Боунс, Джим. Рана глубокая. Кость раздроблена, ткани серьезно повреждены. Если бы я был на корабле... Мы нет. Мы здесь. Что можно сделать здесь? Мне придется ампутировать ногу ниже колена. Делай, что должен. Вы, держите за плечи. Держите ногу. Прости меня, Джим. Командор, я сумел изолировать и изъять образец патогена. Это не столько вирусы, сколько некие наниты. Микроскопические компьютеры. Они объединены в сеть. Вот почему доктор Маккой и капитан разделяют одни и те же образы в их подсознаниях. Доктор, мозговая активность капитана и доктора Маккоя зашкаливает. Похоже, что капитану угрожает опасность. Нога капитана. Она отмирает. Я все еще надеюсь, что всего этого не происходит. Ты сделал то, что был должен. А что случилось с ним? Похоже, пуля отцарапала голову. Ничего серьезного. Он не ранен? Не физически, нет. Скорее всего, это просто контузия, ну или чисто нервная. Не могу сказать, что я виню его. Доктор, вы здесь нужны. Джим, Ты поступил правильно, Боунс. Иди, спасай другие жизни. Ну как они, доктор? У нас мало времени. Мистер Скотт, думаю, что у меня есть теория. Доктор Мбенга, смогли бы вы временно подавить мозговую деятельность у капитана и доктора? На очень небольшое время, да. А что? Возможно, если наниты решат, что их источник пищи иссяк, они переместятся к другому источнику. Точно? Выманим их как крыс на приманку, так же, как мы сделали с компьютером Энтерпрайза. Именно. Заставим их голодать, а потом укажем им новый банк данных. На этот раз это может оказаться не так-то просто, мистер Спок. Они питались от биологического носителя. Теперь неорганический источник их может и не заинтересовать. Идеальной приманкой было бы что-то кибернетическое. И биологическое, и механическое. Вот такого у меня нет, командор. Протез! У нас есть член экипажа с биомеханической рукой. Разумеется, только медицинский персонал. На кону жизнь капитана и доктора. Его имя, пожалуйста. Билли. Что случилось? Вы ошиблись, сэр. В чем? Во мне. То, что я могу быть храбрым. Когда сержанта ранили, я побежал. Люди падали вокруг меня. Я испугался. Повернулся и влетел в дерево. Все, что вы сказали прошлой ночью. Я хотел верить, что и правда может быть что-то большее, чем это сражение. Вы описали это так, как что-то, чем моя мама могла бы гордиться.
Даже если бы я не вернулся домой. Без свободы для всех, мы все рабы. Без мечты, без стремлений. Никто из нас не может быть свободен по-настоящему. Но, когда пришло время, вы не смогли ни в кого стрелять. Как не смог и я. Ты прав. Я не мог, потому что я не принадлежу этому месту. Я не могу сказать, почему ты не поймешь. Но и мою свободу тоже отняли. Моя свобода, а теперь и мою. Это не моя битва, Билли, но она твоя. Если ты позволишь отнять чью-то чужую свободу, то однажды могут прийти за твоей. Потом за твоей мамой, твоей семьей, твоими друзьями. Этого не должно было случиться. Мне не должно было быть здесь, но не тебя. Тебе есть чему стремиться, Билли. Что-то, за что стоит бороться. Что-то, что стоит отстаивать. Джейм, у тебя опять кровотечение. Дай мне того морфина, что подвезли. Вижу, ты проснулся. Готов уступить эту кровать кому-нибудь другому? Там есть немало тех, кому она пригодилась бы. Лейтенант Дрейк. Уверен, что вы в курсе текущей ситуации. Да, сэр. Как я понимаю, у вас есть протез. Есть, сэр. Авария на прошлом месте службы. Нанитов-чужаков привлекают как биологические, так и искусственные информационные системы. Нам необходимо устройство, которое выманило бы их с доктора и капитана. Ваша биомеханическая рука. У нее кибернейронный блок управления. И вы думаете, что это поможет капитану и доктору? Есть вероятность того, что... Я согласен. Лейтенант, это серьезный риск. Понимаю. Я согласен. Хорошо. Но поймите, их жизнь зависит не только от того, что наниты мигрируют, но и от того, как быстро они это сделают. Если процедура не удастся, мы потеряем всех троих. Эй. Эй, вы. Где Билли? Билли Палмертон. Я за всю жизнь не видел ничего подобного. Нам приказали наступать через тот мост, прямо на армию южан. Нам надо было захватить плацдарм, это был единственный шанс на победу. Капитан крикнул «Вперед!», но никто не сдвинулся. Мы знали, что нас ждет на мосту. Но потом... Билли, этот маленький мышонок Билли, вытолкнулся вперед всех. Что на него нашло? Он обернулся, посмотрел на нас и сказал: «Ну же, ребята, если они отнимут свободу одного, они смогут отнять ее у всех нас. Мы же этого не допустим». И тут все как взбесились. Заорали «Нет!». Билли повернулся к мосту, поднял ружье.
и повел наступление прямиком на армию южан. Все крича «За свободу!» И все подхватили «За свободу!» И мы справились. Прорвали их строй. Что стало с Билли? Никто из первых рядов не выжил. Но сражение прекратилось. Думаю, это подарило нам победу. Эй, там президент! Джим, ты из ума выжил, ты должен оставаться в постели. И пропустить такое? Ну, полагаю, стоит того, чтобы вылезти из кровати. Скольким людям доводилось видеть, как творится история одной из величайших личностей? Верно. Ты счастливчик. Так и есть. Но я уже никогда не буду прежним. Знаешь, что я думаю, Джим? И с одной ногой человек может стоять так же твердо, как и любой другой, если у него есть к чему стремиться. Может быть, даже тверже. Рука мистера Дрейка должна выглядеть достаточно соблазнительным носителем. Вы действительно считаете, что это сработает, командор? Я оцениваю наши шансы как 492 и 31 тысячная к 1 против нас. Но я считаю, что капитан счел бы этот шанс приемлемым. Пожалуйста, продолжайте. Мозговая активность прервана. Нанит эмигрируют. Ну уже, твари. Мы на пороге необратимых повреждений. Давай, давай. Доктор? Доктор? Есть. Они переместились в протез. Немедленно сопроводить мистера Дрейка в транспортаторную. Применяем стимуляторы. Мозговая деятельность восстанавливается. С возвращением, капитан. Доктор. Чужаки были удалены. Вы свободны. Не знаю, как благодарить вас, Кадн. Вильям Кадн Дрейк. Зато я знаю. Врачами Звездного флота были созданы новые улучшенные протезы конечностей. Один из них сейчас везут сюда на шаттле. Более быстрая реакция, более прочные сплавы. Может быть, еще один спарринг в спортзале? Я об этом подумаю. Кирк транспортаторный. Скотти, вы готовы? Жду не дождусь избавиться от этих тварей, сэр. Запускайте транспортер. Мистер Сулу, готовьте фазеры.
Фазеры наведены на контейнер, сэр. Скажете что-нибудь на прощание, мистер Дрейк? Огонь. Знаешь, думаю, там есть и другие такие же. Скорее всего, ты прав. Кто знает, где зонд на них наткнулся. Да поможет Бог тем, кто с ними столкнется. А знаете, доктор, думаю, что вы правы. Даже тверже. Сэр? Так сказал один мудрый человек. И с одной ногой человек может стоять даже тверже. Или с одной рукой. Мистер Чехов? Проложите курс навстречу с шаттлом. Мы не должны заставлять мистера Дрейка ждать. Мне еще надо проиграть в спарринге.